Пылесос Bosch Relax X Pro Power 2500V Pro Power Plus включается и через некоторое время мигает красным на максимальном режиме и начинает самоочистку. Давайте проверим. Горячий воздух пошел, тепленький. Рука сверху теперь уже начинает обжигать. Вот здесь выход. Всасывание хорошее. Максимальный режим. Есть минимальный режим кресла, ковры на среднем режиме. А здесь какие-то циновки, холсты, полы, паркет, не понять, что за значок. Указан чемпион от Bosch. О! Замигал. И пошел снова, то есть произошла очистка. Вообще очистка вот у нас принудительная. Калир. Опять. О, очистки нету, а упали обороты. Стало работать на минимальных оборотах. Ну что, будем разбирать. Открываем. Здесь у нас бачок. Осматриваем сразу. Вот смотрим, здесь уже забиты у нас отверстия. Будем очищать. Фильтр. Не такой уж забитый. Кепа. Сразу убираем его в стороночку. Дальше. Здесь у нас за стенкой еще один тоже HEPA-фильтр. Тоже не вижу, чтобы был засор. И выхода. Здесь тоже какой-то фильтр стоит. Сеточка прозрачная. Она стоит на месте. Винты. Раз, два. Снизу винтов у нас нет. Кстати, модель вот такая вот. Тут и модель, и тип, и версия прошивки. Винты раз, два. Вон видим еще под крышкой. Крышку можно, наверное, как-то снять. Вот она. Как она у нас
открывается. И здесь у нас еще 2 винта. Что? Будем откручивать. Отвертка. Звездочка. Можно применить Tor X. Т-15. Шуруповерт. Включаем на минимальную, на троечку. И откручиваем. Отскочила крышка, верхняя крышка панели управления. Выпала кнопка с регулятором. Вот так она вставлялась в паз, в потенциометр. И вот так происходила регулировка мощности. 2 таких выступа, чтобы держалась в корпусе. Следом еще 2 винта. Отвертка напоминает Tor X, пятнашка. Снимаем патрубок. Шланг к датчику давления во входе пылесоса. И вот у нас ключ от смартфона. Сеточка. И коплер, муфта очистки фильтра. Здесь у нас тоже отвертка Tor X, только поменьше, 10. Меняем биту. Снимаем муфту. И только после этого поддалась верхняя крышка. Мешает окончательно снять шнур. Заправляем. Крышку в сторонку. Осматриваем двигатель очистки фильтра, плата управления, кнопка включения самоочистки, датчик давления во входе пылесоса в шланге самом, катушка. Идем дальше. Задний фильтр тоже бывает часто забивается. Давайте сразу посмотрим. Особо, можно сказать, не фильтр, а просто такая вот материя. Продолжаем разбор. Откручиваем один винт корпуса насоса. Убираем плату, чтобы не мешалось. И снимаем насос. Ставим его отдельно на стол. И осматриваем. Платка подсоединения к катушкам контактная и плата управления. Контролер. Вот давайте вам покрупнее. Многие спрашивают, какие детали на плате. Лишние вопросы. Кому нужно, вот крупным планом. Расправляем провода. И смотрим, как дальше у нас добраться до двигателя. Так, это мы сюда вот устанавливается клапан. С ним мы потом разберемся. 2 винта снизу. Tor X15. Откручиваем. А тут у нас матрешка. Звукоизучающая изоляция. Также и снизу на крышке. Три винта. И вот сам двигатель горячий. Невозможно удержать в руках. Уплотнитель антивращения. И модель.
кому нужно крупным планом. 1BA44186 СК. Нижний уплотнитель. Так, теперь разберемся с этим клапаном. Вот и есть этот клапан. При засорах, когда превышает значение отрицательного давления в камере насоса, вот здесь вот ходит такой вот поршень пластиковый и пружинка металлическая, которая играет двойную роль. Это как непосредственно пружины и как контакта, который перемыкает. Вот здесь на плате два контакта и включается двигатель самоочистки. После того, как она замкнула, идет сигнал на контролер, он обрабатывает и подает напряжение на двигатель очистки фильтра. Вот кнопка принудительной очистки. Собираем пылесос, кнопка очистки нам сильно мешает, поэтому следим за ней, чтобы она стояла в своей ячейке. Все, если установлено правильно, крышка должна сесть плотно. Сразу везде проверяем. Здесь нормально. По периметру тоже. Патрубок, одна часть, ручка кнопки очистки. Подсоединяем шланг датчика давления на входе пылесоса. Световод от индикации на плате, проводящий свет до выхода, индикатор аварийности. Основная крышка с кнопкой платы управления. Выступами за перед устанавливаем. Регулятор крутится, кнопка нажимается. Закручиваем. Фильтр задний HEPA на свое место. Бачок с фильтром. Циклонный с HEPA фильтром. Сеточка, тоже своего рода фильтр от крупных частиц. И крышка. Вот здесь вот у нас петли вставляются. Сюда вот небольшой щелчок и все. Пылесос собран. Да, забыли мы прикрутить муфту. Давайте снимем бачок. Муфта, она же коплер, шестеренка передаточная от движка бачку, закручивается винтом под отвертку TRX-10. Не нашли мы не так ничего криминального, все чистенько. Давайте вытащим задний фильтр и посмотрим, как работает без него. Включаем. Проходит минута, и все равно срабатывает очистка фильтра входного. Значит, выходной фильтр у нас ни при чем. Будем разбираться с входным фильтром. Убираем пока пылесос. И будем производить осмотр. Вот видно, здесь у нас сразу решетка забита у нас пылью. Пыль скаталась в войлок и забила. Ну, насколько она у нас влияет на работу пылесоса, я не уверен, что причина именно в этом. Но тем не менее очищаем. Все, чисто. Собираем. Давайте для чистоты эксперимента, хоть и я не уверен, что дело было в этом, проверим еще раз. Прошла минута, ничего не изменилось.
по-прежнему та же ошибка. Посмотрим, что с фильтром. Фильтр, видать, хозяин перед тем, как нести к нам, почистил. Загрязнений таких не видно. HEPA-фильтр в основном делается из стекловолокна, реже из пластика, еще реже из целлюлозы. Волокна образуют плотную сеть. Отверстие достигает 0,5-2 микрометров и задерживает даже самые мелкие частицы. Стоит хоть один раз убрать строительную пыль, отверстие цементируется так наглухо, что не удается ни вымыть, ни вытрясти, ни выколотить ничем. Фильтр приходится только менять. Давайте попробуем без фильтра, но смоделируем засор. 15 минут поработал без фильтра, ничего не сработало. То есть двигатель, что-то другое не влияет на эту ошибку. Давайте частично закроем вход от фильтра воздуховода, который находится в верхней крышке. Тем самым смоделируем засор фильтра частичный и подождем какое-то время. Вот, смоделировали ситуацию. Вон видно, как коплер закрутился, то есть включился двигатель очистки. Все, причина на 99% в фильтре. То есть фильтр дорогой, 4500, подкинуть его никак не получается. Попробовали вот так вот компрессором и продуть его, промыть его с мылом и с лимонной кислотой. Многие так и делают, но я хочу вам сказать, что это никак не помогает. Так что такая неисправность в пылесосе, связанная с засором HEPA-фильтра, устраняется только заменой самого фильтра. Ну на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии по этому поводу. Всего хорошего, до новых встреч.